В начале 70-х годов прошлого века Тед Банди начал свою зловещую карьеру, умело маскируя свои следы и оставляя полицию бездействовать. Преступления, совершенные в различных штатах США, таких как Вашингтон и Флорида, затрудняли следствию увидеть общий почерк маньяка. В те годы использование современных криминалистических технологий еще не получило широкого распространения, и расследования зачастую зависели от улик, которые могли остаться невидимыми для следователей той эпохи. Главным препятствием стало отсутствие унифицированной координации между правоохранительными органами разных штатов. Банди, ловко перемещаясь по стране, путал следы и менял места преступлений, что временно останавливает его поимку. В то время основным методом идентификации оставались отпечатки пальцев и группы крови, что не давало полного понимания об умысле его действий. Современные методы, такие как анализ ДНК, не были доступны, и улики, способные связать преступление, могли просто не сработать в его деле. Несмотря на недоступные технологии и сложность выявления связей между преступлениями Банди, именно развитие криминалистики и стандартизация координации между штатами в конечном итоге изменили игру. Казнь Теда Банди на электрическом стуле во Флориде в 1989 году стала завершающей точкой в одной из самых таинственных и запутанных историй в судебной системе США. Далее в нашей истории мы погрузимся еще глубже в неведомые улики, которые остались вне поля зрения, словно подсказки, разбросанные самим маньяком, разгадывая загадки самих преступлений на годы вперед. Неизвестные улики. Расследование дела Джона Уэйна Гейси поистине завораживает. Мужчина, использовавший клоунский костюм и образ Пого для работы на детских праздниках, в действительности был жестоким убийцей. Гейси, орудовавший в районе Норвуд-Парк в Иллинойсе, был признан виновным в убийстве 33 юношей и подростков. 5 из них так и остались неопознанными. Задержка в расследовании связана не с игнорированием очевидных улик, а скорее с трудностями в определении его преступной деятельности до момента ареста. Тела жертв были найдены в подвальном помещении его дома, спрятанные под полом. Это стало главной уликой, позволившей обеспечить его осуждение. Психологический анализ сыграл значительную роль в его разоблачении, и именно эти наработки помогли правоохранительным органам составить профиль маньяка. Образ клоуна Пого позже станет прототипом для многих устрашающих персонажей, включая знаменитого Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно». Если обратиться к лондонским событиям XIX века, дело Джека Потрошителя остается одной из величайших загадок криминальной истории. Хотя современные исследования указывают на возможные упущения и пробелы в полиции того времени, непосредственных доказательств игнорирования ключевых улик нет. Но история на этом не заканчивается. Игры с вниманием следователей продолжались, и мы еще не готовы раскрыть все уловки, которые могли ускользнуть из рук детективов прошлых эпох. Технологии прошлого. На рубеже 19 и 20 веков расследования преступлений находились на этапе значительной трансформации. Французский антрополог Альфонс Бертильон стал пионером антропометрии, предлагая систему измерений тела для идентификации преступников. Его работа включала детальную регистрацию размеров костей и других параметров, что считалось настоящим прорывом в криминалистике. Параллельно дактилоскопия, основанная на уникальности отпечатков пальцев, развивалась усилиями таких ученых, как Фрэнсис Гальтон и Хуан Вогт. В конце XIX века отпечатки пальцев начали постепенно внедряться в полицейскую практику благодаря развитию криминалистических исследований и стали юридически признанным средством. Тогда же фотография стала играть важную роль на местах преступлений. К 1900 годам фотодокументация активно использовалась для фиксации улик и мест происшествий, позволяя следователям возвращаться к ним в любой момент на стадии расследования. Несмотря на открытия в сфере криминалистики, многие методы оставались наивными и прямо зависели от интуиции и опытности следователей. Протоколы вели вручную, опираясь на свидетельства очевидцев и устные показания. Это время дало начало многим современным практикам, но следствие все еще сталкивалось со значительными трудностями в сочетании технологий и традиций. Эти линии развития были важными шагами на пути к раскрытию преступлений. Однако внедрение новых технологий не всегда гарантировало успех и часто сопровождалось ошибками. Последствия этих ошибок мы увидим дальше, когда невинные люди оказались под подозрением, и это осложнило работу следователей, нередко открывая путь к новаторским решениям в борьбе с преступностью. Ошибочные подозреваемые. История Лео Франко, привлекшая внимание всего общества, является одним из самых трагичных примеров ошибок правосудия. В 1913 году Лео Франк, занимавший должность супервайзера на карандашной фабрике в Атланте, был обвинен и осужден за убийство 13-летней Мэри Фаган. Это дело приобрело особую известность не только из-за жестокости преступления, но и благодаря антисемитской атмосфере, преобладавшей в Джорджии в начале 20 века. Судебный процесс привлек внимание общественности всей страны, и, несмотря на полное отсутствие
прямых улик, Франк был приговорен к смертной казни. Однако тогдашний губернатор Джон Слейтон, сомневаясь в справедливости обвинительного вердикта, заменил смертный приговор на пожизненное заключение. К сожалению, это лишь раззадорило толпу, и вскоре Лео Франк был жестоко линчеван в Мариетте, родном городе Фаган. Ключевым свидетелем в деле стал Джим Конли, который утверждал, что Франк дал ему приказ избавиться от тела, и именно его показания оказались решающими для приговора Франку. Однако в 1982 вышли на свет новые свидетельства. Алонсо Манн признался, что видел, как Конли волочил тело Мэри Фаган, и лишь страх перед расовой ненавистью удерживал его от дачи показаний. Спустя 4 года, в 1986 году, Франк был посмертно реабилитирован. Этот случай подчеркнул множество проблем в правовой системе и стал катализатором для обсуждений о необходимости реформ. История имеет массу неожиданных поворотов, и ее последствия резонируют в современном обществе, вдохновляя к поиску истины даже в самых запутанных и сложных делах. Следом нас ждет погружение в еще более удивительную историю преступлений, где каждый новый факт приносит с собой тень прошлого. Джон Кристи. Погружаясь в историю серийных убийц, одно из дел, поразивших весь мир, связано с печально известным маньяком, скрывавшимся за весьма необычным образом жизни. Мы говорим о Джоне Кристи, чьи преступления стали одними из самых потрясающих в середине 20 века. Будучи бывшим полицейским в Лондоне, Кристи использовал свою позицию в обществе как ширму для темных дел. Его схема обмана была проста, но в то же время гениальна. Он предлагал женщинам медицинскую помощь, доказывая это мнимыми сертификатами и фальшивой добротой. На самом деле Кристи плел сложные сети манипуляций и запугивания, которое приводило к тому, что жертвы замолкали. Его квартира на Риллингтон-Плейс в Ноттинг-Хилле стала смертельной ловушкой. Как же удалось поймать этого преступника? Переломный момент наступил, когда хозяева дома, сдававшие квартиру, начали замечать странные запахи и пропажу арендаторов. Это привело к расследованию, которое вскрыли ужасающую правду. В стенах квартиры были найдены останки 8 жертв. Им удалось выяснить, среди таких улик были комбинации токсинок, использовавшиеся для усыпления жертв, что бросило вызов правоохранительным органам той эпохи. Джон Кристи стал главным антигероем суда, предоставив им тем самым подробную картину своих преступлений. Его ловким ходом было использование доверия жертв и социальной маски. Этот случай показал, насколько важно уделять внимание даже самым мельчайшим несостыковкам в поведении подозреваемых. Информация, запечатанная в его дневниках, раскрыла шокирующие планы, и теперь мы узнаем, что скрывалось за страницами личных записей маньяков, рассказывая о мотивах и идеях, которые породили самые зловещие преступления в истории криминалистики. Зловещие дневники. Альберт Фиш, в детстве носивший имя Гамильтон Харрис Фиш, был известен своими устрашающими прозвищами, такими как «Бруклинский вампир» и «Оборотень из Вистерии». Его прозвище «Бруклинский вампир» связано не с классическими сказками о вампирах, а с его жуткими преступлениями, где он выступал в роли каннибала и жестокого убийцы. Арестован он был в 1934 году, а его казнь на электрическом стуле состоялась 16 января 1936 года. Фиш оставил после себя множество писем, в которых раскрывал ужасающие подробности своих преступлений. Одним из таких писем было послание родителям Грейс Бад, которое стало ключевой уликой в его деле. Эти письма служили не только подтверждением его причастности к преступлениям, но и предъявляли невероятный психологический портрет серии извращений и галлюцинаций. Фиш утверждал, что слышал голос Бога, побуждающий его к убийствам. Дневники Альберта Фиша не просто раскрыли его извращения, они стали зеркалом его психических отклонений. От введения игл в тело до ужасных каннибальских актов он воплощал самые темные аспекты человеческой психологии. Эти записи дали правоохранителям ключ к пониманию его жуткого мира и помогли гарантировать его задержание и осуждение. В следующей части мы исследуем, как маньяки не только оставляли за собой следы ужасных преступлений, но и устанавливали пугающие связи со своими жертвами, обращая своих врагов в доверенных лиц. Связь с жертвами. Некоторые маньяки выстраивают сложные взаимоотношения с жертвами, используя обманчивую простоту в своих методах. Например, Джеффри Даммер находил своих жертв в гей-барах и клубах, предлагая им позировать обнаженными за деньги. Его дружелюбие и визиты домой сопровождались наркотиками и алкоголем, что парализовало бдительность жертв и давало ему полный контроль над ситуацией. Однако его истинное намерение было далеко от простого гостеприимства. Он подсыпал вещества, чтобы обездвижить жертв.
а затем использовал физическую силу для убийства. Дамер доходил до примитивных пыток, включая сверление отверстий в черепе своих жертв в попытке создать живую куклу, что демонстрировало не только его бесчеловечную жестокость, но и извращенность его мышления. Тед Банди, в свою очередь, использовал свою харизму и привлекательную внешность, чтобы манипулировать и вызывать доверие у своих жертв. Несмотря на то, что его методы казались безобидными, за ними скрывались намерения, от которых невозможно было защититься. Банди создал у своих жертв иллюзию безопасности и доверия, что делало его манерам заманивания еще более смертельным. Его обаяние отвлекало внимание от опасности, которую он представлял. Маньяки, подобно Дамеру и Банди, часто полагаются на контроль и убеждения. Именно их уверенность в собственной безнаказанности часто становилась их слабостью, приводя к поимке. Создавая сложные сети обмана и манипуляций, они нередко игнорировали истинное противостояние с реальностью. Именно это сочетание уверенности и случайности часто становилось ключевой нитью, ведущей к их задержанию. Следом мы перейдем к другим аспектам загадочных дел, где внимательные глаза детективов рассекали пелену заблуждений, напоминая, что даже идеальные планы не всегда обманывают правосудие. Охота на Джека-потрошителя. Лето и осень 1888 вошли в историю как время жутких убийств в районе Уайтчепел в Лондоне. Серия кровавых преступлений, известных как дело Джека-потрошителя, охватила город страхом и ужасом. Перерезанные горла и жестокие увечья на телах жертв — это лишь малая часть того, что создавало атмосферу невообразимого кошмара. Полиция начала документировать сцены преступлений при помощи фотографий, что, казалось, должно было помочь в расследовании, но не имея возможности генетического анализа, детективы оказались в тупике. Газеты тех дней не стеснялись плодить слухи и публиковать письма под подписью «Джек-потрошитель», вводя общественность и самого следователя в заблуждение, пьяную с резонансом вокруг таинственного фигуранта. Только лишь официально признаны убийства 5 женщин — Мэри Энн Николс, Энни Чепмен, Элизабет Страйт, Кэтрин Эдоус и Мэри Джейн Келли. Ужас расследования достиг апогея 9 ноября, когда последняя из них, Мэри Джейн Келли, была найдена зверски изувеченной. Потрошитель оставил за собой цепочку преступлений, пропитанную ужасом и загадками. Спустя более столетия современные технологии, от компьютерного анализа до генетических тестов, позволяют заново взглянуть на это дело. Они предполагают новые теории и потенциальные личности преступника, но окончательная разгадка все еще ускользает. В следующей части мы обратим внимание на значимость медиа в формировании общественного мнения и влиянии на ход расследований. Каждая новая информация — еще один пазл в этой сложной и по-прежнему не раскрытой головоломке. Маньяки и медиа. История Джека-потрошителя представляет собой яркий пример того, как медиа способствовали созданию мифов и страху, охватившему население Лондона во второй половине XVIII века. Пресса тех времен, впервые обладавшая способностью ежедневно достигать миллионов читателей, играла решающую роль в формировании образа преступника. Из-за нехватки точной информации газеты заполняли страницы догадками и сенсациями, создавая из потрошителя фольклорного монстра, что усугубляло массовую панику. Викторианская пресса активно подогревала интерес к маньяку, спекулируя и плодя слухи. Это вело к возникновению общественного страха и давлению на полицию, которая пыталась разгадать загадку этих ужасающих убийств. Казалось бы, средства массовой информации подталкивали следствие к действиям и настойчивости. Однако частая дезинформация и сенсационные заголовки лишь отвлекали от поиска истины, замусоривая следы. Несмотря на беспорядочность в раскрытии преступлений, давление со стороны общества заставляло полицию работать напряженно. Вместе с тем, неудачи в расследовании под этим же общественным давлением тогда не привели к конкретным ошибочным арестам и обвинениям, хотя случаи ошибок из-за медийного резонанса позже стали более распространенными. В 20 веке серийные убийцы убеждались в силе медиаславы, некоторые даже стремились привлечь внимание, оставляя следы и контактируя с прессой. Но история Джека-потрошителя остается уникальной, вводя нового злодея в народное сознание при помощи первой в мире массовой медиакампании. Переходя к новаторским технологиям, которые изменили практики расследований, мы вспоминаем, как те времена подготовили почву для совершенно нового взаимодействия с общественностью. Массовые медиа определяли уровень тревоги, и каждый шаг воплощал сложность взаимодействия средств массовой информации и права в их непредсказуемом танце. В ближнем будущем мы увидим, как развиваются методы и технологии, чтобы раскрываться преступления, оставляя детектива в тени прошлого. Разрывные технологии. ДНК-анализ стал революцией в криминалистике, преобразившей подход к раскрытию преступлений.
Хотя эта технология начала развиваться в начале 80-х годов, ее массовое внедрение в Великобритании состоялось ближе к 90-м. Одним из знаковых случаев стало дело Колина Пичфорка, когда в 1987 впервые в истории именно ДНК-анализ помог поймать преступника. Он был осужден за убийства, совершенные в Ноттингеме, и его арест стал примером успеха генетических исследований. Вместо полной генной карты использовали профилирование ДНК по локусам. Это позволило в разы повысить точность идентификации подозреваемых, открыв путь к раскрытию множества сложных дел. Одновременно развивались базы данных ДНК и цифровые криминальные реестры, такие как британская база NDNAD, созданная в 1995 году. Эти достижения ознаменовали новую эпоху в криминалистике, и современные системы видеонаблюдения сыграли здесь значительную роль, предоставляя детективам важные подсказки. Однако технологии распознавания лиц еще далеки от идеала. Несмотря на постоянное совершенствование, они не могут гарантировать стопроцентный успех. Преступники учатся обходить средства слежения, и правоохранительные органы продолжают улучшать свои инструменты. Психологический анализ криминалистического профилирования стал более точным. Он помогает понять мотивы и строить психоаналитические портреты преступников, что становится ключевым элементом расследований. Современные технологии в сочетании с психологией продолжают борьбу с преступностью, раскрывая сложные загадки, которые нельзя решить одними традиционными методами. Эти увлекательные стратегии уже подготовили почву для открытия темных уголков человеческой природы. И вскоре мы погрузимся в изучение психологии маньяков, чтобы еще больше понять, что движет на столь жестокие деяния. Необычная психология. Исключительная жестокость серийных убийц может пугать, но за ней часто скрывается невероятно сложная психология. У многих преступников наблюдаются черты антисоциального расстройства личности. Это расстройство проявляется в пренебрежении к правам других и способности обманывать без угрызений совести. Однако галлюцинации и иллюзии, часто упоминаемые в связи с психозами, не являются общими проявлениями для таких преступников. Джон Уэйн Гейси, известный как клоун-убийца, черпал удовольствие от власти над жизнью и смертью своих жертв. Эта особенность характерна для некоторых серийных убийц, стремящихся к контролю. Альберт Фиш, известный своими ужасными преступлениями, также заявлял о воздействии неких темных сил, но прямая связь с патологическими иллюзиями остается спорной. Детство – ключевой элемент в формировании психических отклонений. Например, Генри Ли Лукас пережил ужасные издевательства со стороны матери, что, вероятно, наложило отпечаток на его дальнейшее развитие. У Теда Банди отказ в первой любви предположительно сыграл значительную роль в формировании его ненависти к женщинам. Однако детские травмы – лишь один из множества факторов, способствующих становлению личности маньяка. Интересно, что психопаты могут сознательно включать эмпатию для манипуляции. Они способны симулировать эмоции, чтобы управлять окружающими, что делает их особенно опасными. Термин «маска нормальности», подведенный психиатром Хервисом Клекли, как раз описывает эту способность казаться безвредным, скрывая истинные намерения. Не стоит забывать и о таком психологическом индикаторе, как триада Макдональда – зоосадизм, пиромания и энурез в детстве. Хотя эта триада не гарантирует уход в преступление, она может быть одним из факторов риска в сочетании с другими нарушениями. Каждый случай уникален, и понимание тонкой психологии таких людей становится ключом к предотвращению будущих трагедий. Впереди нас ждут новые откровения, которые могут навсегда изменить наше понимание нераскрытых и давних дел. Удивительные открытия способны внести ясность в загадочные преступления, которые десятилетиями оставались неразрешенными. Улики, найденные спустя годы. Зодиак, загадочный серийный убийца, оставил ужасный след в истории Калифорнии конца 60-х и начала 70-х годов прошлого века. Его дело остается одной из самых нераскрытых тайн в криминалистике, и многие исследователи до сих пор работают над его разгадкой. Независимая группа исследователей The Case Breakers предъявила свои выводы относительно возможной причастности Гэри Фрэнсиса Поста, маляра, который скончался в 2018 году. Среди независимых доказательств частичный образец ДНК и фотографии предполагаемого шрама на лбу подозреваемого. Однако официальные следственные органы остаются осторожными, и эти улики пока не признаны убедительными. Несмотря на интенсивные попытки продвижения расследования, зацепки все еще остаются только предположениями, а не обеспечивают окончательного ответа. Что касается новых методов, современные молекулярно-генетические анализы предоставляют дополнительную надежду, но пока что дело Зодиака продолжает оставаться нерешенной загадкой. Были проведены эксперименты с ДНК, однако они не увенчались успехом в раскрытии личности убийцы, став частью лишь одного из многих
уровней исследования. Когда мы переходим к вопросу о Х.Х. Холмсе, известном американском маньяке конца XIX века, его история пока остается без изменений. Несмотря на слухи о возможных новых открытиях вокруг его замка ужасов в Чикаго, пока нет подтвержденной информации о находках, которые могли бы пролить свет на его преступления. В нашем удивительном мире все еще остается множество непознаваемых тайн, и впереди еще долгий путь для их разоблачения. И хотя мы не всегда можем положиться на одно лишь современное оборудование, каждое новое расследование дает нам множество ниточек, за которые мы тянем, приоткрывая завесу прошлого. В вопросах истинных историй и мотивов преступников важно сохранять бдительность и объективность, ибо многие события еще ждут свои окончательные ответы.